Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео мы с вами свяжем вот такие вот взрослые варежки. Варежки, несмотря на всю вот простоту, смотрятся на руке очень красиво, они очень теплые и вяжутся очень быстро. Варежки данные я вязала на свою руку. Теперь давайте снимем основные мерки варежки. То есть, говорю, я вязала на свою руку, сейчас я обязательно примерю. Смотрите, ширина, вот пол, вот эта ширина, получается 9 сантиметров. Так, дальше длина пальчика большого получается вот 6,5 сантиметров. Общая длина варежки у меня будет 25 сантиметров. Манжетик мы с вами будем вязать 6 сантиметров. И вот эта вот мерка от большого пальца, ну и вот, допустим, если до манжета это 7,5 сантиметров, а общая вот эта длина 13 сантиметров. Для вязания данных варежек нам понадобится пряжа. Я буду использовать в мастер-классе пряжу Alize Superlana Maxi. Значит, по метражу это у нас будет идти на 100 грамм 100 метров. Вы можете использовать любую пряжу похожего метража. Для вязания также подойдет пряжа Yarnart Merino Bulky. Это та пряжа, из которой мы вязали прошлый объемный взрослый снуд. Либо любая пряжа, та, которая у вас есть, повторюсь, похожего метража. Эти варежки я тоже вязала из пряжи Alize Superlana Maxi по номерам цветов. Серый цвет это номер 21, и вот этот вот нежно такой розово-пудровый цвет это номер 532. Значит, по составу это у нас идет 75% акрил и 25% шерсть. На данной варежке у меня ушло 75 грамм пряжи. Вязать я буду на чулочных спицах. Единственное, не на 5 спицах, а мне удобнее варежки вязать на 4 спицах. Номер спиц я буду использовать 5 миллиметров. То есть вот таким образом варежка смотрится на руке. Вот здесь все ровненько идет, красиво, пальчик, вот резиночка. Варежки очень теплые. Итак, друзья, если вам нравятся данные варежки, предлагаю вам связать их со мной вместе. Поэтому готовим пряжу, берем спицы и приступаем к вязанию. Набирать петли мы будем обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста. Поэтому, смотрите, сейчас набирать петли мы будем на 2 спицы. Но не на 2 спицы 5 миллиметров, а я беру одну спицу 5 миллиметров, а вторую, ну вот в принципе любую потоньше, в моем случае это 2,5 миллиметра, для того, чтобы вот этот наборный край не был сильно перетянут. Поэтому мы с вами вот берем 2 спицы вместе и набираем сейчас 24 петли, это на резинку, плюс 1 петля для того, чтобы соединить наше вязание в круг. То есть итого мы сейчас с вами набираем 25 петель. Итак, вот я набрала на спице 25 петель. Теперь вот эту тоненькую спицу я аккуратно вынимаю и откладываю. Она нам пока больше не нужна. Дальше я беру наши спицы. Как я сказала, я буду вязать на 4 спицах. Но вы можете вязать или на 5 спицах, или на круговых спицах. То есть как вам удобнее. Поэтому я сейчас наши петли распределяю по 3 спицам. По 8 петель я сейчас буду вот распределять на каждую спицу. И на 3-й спице вот у нас осталось 9 петель. То есть вот я все петельки распределила по 3 спицам. Далее я вязание располагаю вот таким вот треугольничком. И смотрите, теперь нам нужно это вязание взять правильно, чтобы у нас был красивый край. Смотрю, чтобы вот этой косичкой петельки смотрели вовнутрь. Вот видите, бугорки здесь сзади остаются за нами. А косичка сейчас смотрит вперед. Теперь мы можем соединять наше вязание в круг. Для этого мы берем правой вот этой спицей, снимаем первую петлю с левой спицы. Вот я ее сняла. А левой спицей я сейчас
поддеваю вот эту петлю, на которой у нас сейчас расположены рабочие кончики, вот эти, и вот так вот продеваю через только что вот эту снятую петлю с левой спицы, вот, и вообще ее спускаю, кончики аккуратно подтягиваю, и вот эту петлю возвращаю обратно. Надеюсь, этот момент всем понятен. То есть все, мы соединили наше вязание в круг. Теперь мы берем ниточку от мотка. Убедитесь, что она идет именно к мотку, а не это кончик от начала нашего ряда наборного. И теперь я беру 4-ю спицу и приступаю к вязанию нашей резинки. Вот у меня эта ниточка сейчас вот рабочая лежит как бы сверху на спице, поэтому 1-ю петлю я буду провязывать изнаночной. То есть мы сейчас с вами вяжем. Вот 1-ю я вяжу изнаночную, 2-ю я вяжу лицевую. Дальше у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть таким образом мы довязываем первый наш ряд до конца, провязывая 1 петлю лицевую, 1 изнаночную. Вот изнаночной мы закончили петлей, переходим к следующей спице. Вот на следующей спице я 1-ю петлю вяжу лицевой, изнаночной. Таким образом у нас сейчас с вами получится резинка 1 на 1. Вот я довязала наш первый ряд до конца, закончила вязание. Вот последняя петля у меня идет лицевая. Теперь смотрите, вот этот кончик мы его перебрасываем назад от себя сразу. И сейчас вот на эту спицу, где мы закончили наше вязание, с левой спицы я провяжу вот эту вот изнаночную петлю, для того, чтобы на каждой спице вязание у нас заканчивалось изнаночной петлей. Поэтому вот я сейчас эту петлю провяжу изнаночной петлей за заднюю стеночку. Вот таким образом. Все, мы провязали, можно сказать, теперь первый ряд нашего вязания. Кончик я подтянула. И теперь мы с вами будем вязать все петли по рисунку. То есть смотрите, лицевую петлю мы будем провязывать лицевой за переднюю стеночку, изнаночную вот петлю я буду провязывать изнаночной петлей вот за правую. В моем случае она находится, эта правая стеночка, сзади, за правую заднюю стеночку. Вот таким образом. Лицевая, изнаночная за заднюю стеночку, лицевая, изнаночная за заднюю правую стеночку. Таким образом я сейчас буду вязать резинку 1 на 1 12 рядов, или, как мы с вами измерили, 6 сантиметров. Итак, я закончила вязать манжет. Как я сказала, провязала я 12 рядов. Вот смотрите, давайте вместе посчитаем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, 12 рядов. И давайте измерим. Вот 6 сантиметров. Теперь мы будем приступать к следующей части. И в этой части мы будем с вами вывязывать вот этот вот индийский клин на большой пальчик. Вяжется на самом деле очень просто, но при этом смотрится очень красиво. Смотрите, варежку эту я сейчас вяжу на правую руку. Потом обязательно я вам покажу, как мы будем делать прибавки вот на этот индийский клин на левую руку. Все остальное у двух варежек будет вязаться абсолютно одинаково. Вязать всю варежку я буду одним номером спиц 5 миллиметров. То есть сейчас я продолжаю вязать этими же спицами. Значит, смотрите, теперь мы должны распределить петли на верхнюю часть руки, на пальчик и на ладошку. У нас с вами набрано 24 петли. То есть мы наши 24 петли для начала разделим напополам. То есть как бы на верхнюю и на вот эту вот нижнюю часть руки. 24 напополам, это у нас получается 12 петель. То есть в любом случае верхняя часть нашей варежки будет состоять из 12 петель. Поэтому давайте мы сразу их и провяжем.
Значит, после того, как мы связали резинку нашу для нашей варежки, все петли мы будем вязать лицевыми. Поэтому сейчас мы вяжем, я сразу вяжу 12 петель на одну спицу. То есть, смотрите, вот первая петля лицевая. Дальше у нас по рисунку идет изнаночная, но мы ее провязываем лицевой. 2, 3, вот 8, так, со следующей 9 на эту же спицу, 9, 10, 11, 12. То есть это у нас будет идти первая спица, вот, или верхняя часть нашей варежки. Дальше вот у меня осталось 2 спицы, и петли этих 2 спиц я должна распределить на пальчик и на нашу ладошку. У нас здесь осталось 12 петель. Обычно на палец я отдаю на несколько петель больше, нежели на ладошку. Поэтому на палец я отдам 7 петель, а на ладошку 5 петель. Как я сказала, варежку я буду вязать на правую руку, вот, поэтому палец здесь у меня будет располагаться на второй спице. Поэтому на вторую спицу я сейчас провязываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это идут петли нашего пальца. И через один ряд мы будем делать прибавки, то есть начиная с первого ряда. Поэтому сразу же после провязанных вот этих 7 петель я делаю прибавку. Прибавки на правую руку мы будем делать. Вот смотрите, рабочая нить у меня сейчас вот располагается вот таким образом. Значит, дальше я беру эту ниточку, переворачиваю вот. И одеваю эту петельку на спицу, подтягиваю. Это я сделала первую нашу прибавку. Еще один раз давайте покажу. То есть вот рабочая ниточка у меня сейчас расположена вот это на руке таким образом. Дальше я беру правой спицей за вот эту длинную стеночку, вот так, вот так. Понятно, да? Мы сделали в первом ряду первую нашу прибавку после того, как мы провязали петли нашего пальца. И дальше у нас осталось, это на нашей третьей спице 5 петель, это петли нашей ладошки. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, мы с вами провязали наш первый ряд и распределили все наши петли. Еще раз, 12 петель у нас идет на верхнюю часть нашей варежки, 7 петель, плюс мы сразу же сделали в первом ряду нашу прибавку, это на пальчик, и вот 5 петель, это петли нашей ладошки. Давайте сразу, вот в принципе на вот этом листе я буду записывать для наглядности. То есть после того, как мы провязали нашу резинку, мы сейчас с вами закончили вязать наш первый ряд. И в первом нашем ряду сделали прибавку. Так, значит, это первый ряд. Значит, и здесь чуть выше я запишу, что на первую спицу у нас идет 12 петель. На вторую спицу, вторая спица, это у нас палец, 7 петель. И третья спица, это ладошка, у нас идет 5 петель. Соответственно, это правая варежка. После того, как мы с вами сделаем прибавку, мы следующий ряд, все петли будем провязывать по рисунку. То есть у нас идет 12 петель, первая спица, палец наш, 7 петель плюс 1 прибавка. Сейчас покажу, каким образом мы будем провязывать нашу вот эту петлю, которую мы прибавили. Вот наша прибавка. Я буду провязывать ее вот за переднюю стеночку лицевой петлей. И 5 петель петли нашей ладошки. Приступаем к вязанию третьего ряда. И в третьем ряду мы снова будем делать прибавку
Поэтому мы вяжем первую спицу в начале. Первую вот эту спицу, верхнюю часть, мы всегда ее будем провязывать просто лицевыми петлями. Вторая спица. Значит, смотрите, когда мы будем делать прибавку? Прибавку мы будем делать сразу же после 7 петель. То есть здесь мы отсчитываем прям 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот после 7 петель перед вот этой мы делаем, вот я придерживаю сразу же вторую нашу прибавку. Провязываем вот эту петлю лицевой и переходим на третью спицу. Это мы с вами провязали третий ряд. Давайте запишем. То есть второй ряд мы с вами просто провязали по рисунку. И в третьем ряду мы сделали вторую нашу прибавку. Теперь четвертый ряд провяжем самостоятельно, точно таким же образом, как мы с вами вязали и второй ряд. То есть все петли мы провяжем лицевыми. Накид наш, вот эту прибавку, мы будем провязывать лицевой за переднюю стеночку. Четвертый ряд я провязала. Приступаем к вязанию пятого ряда. Сейчас еще раз вам покажу, как мы будем делать прибавки. Дальше просто отмечу те ряды, в которых нужно делать прибавку. И дальше мы будем вязать все эти прибавки самостоятельно. То есть пятый ряд. Петли первой спицы, как я сказала, мы их всегда будем просто провязывать лицевыми. Дальше здесь мы будем делать нашу третью прибавку. Провязываем 7 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас мы будем делать нашу прибавку. То есть, видите, на этой спице у нас еще осталось 2 петли. Это 2 петли нашей прибавки, которые мы сделали в первом и третьем ряду. Теперь мы делаем сразу же после 7 петель третью нашу прибавку. Провязываем вот эти 2 петли просто лицевыми. И петли третьей спицы мы тоже провязываем просто лицевыми. Это мы с вами закончили вязать пятый ряд. Теперь смотрите, мы с вами вместе отметим, какие ряды нам еще нужно будет провязать самостоятельно. Значит, вот пятый ряд, это мы с вами провязали и сделали здесь прибавку на второй спице после того, как провязали 7 петель. Дальше вот здесь отметим, это мы будем с этого момента вязать самостоятельно. Шестой ряд мы просто провяжем все петли по рисунку. В седьмом ряду мы сделаем следующую нашу прибавку. Это значит, смотрите, прибавка первая, прибавка вторая, прибавка третья и четвертая. Так, восьмой ряд мы просто провяжем все петли по рисунку. В девятом мы сделаем нашу прибавку пятую, получается. Десятый ряд мы тоже провяжем все петли по рисунку. В одиннадцатом нашем ряду мы сделаем нашу прибавку шестую. 12 ряд провяжем просто все петли лицевыми и встретимся с вами в начале 13 ряда. То есть сейчас до 12 ряда мы с вами провязываем все петли самостоятельно. И в 13 ряду мы будем соединять вот это уже тело нашей варежки. Так вот я закончила вязать 12 ряд. Вот таким образом этот индийский клин у меня сейчас выглядит. Так, давайте сразу измерим, сколько это у меня получилось в сантиметрах. Вот смотрите, во-первых, общая длина где-то вот около 12,5 сантиметров. И вот этот вот индийский клин 6,5 сантиметров. Дальше в 13 нашем ряду мы будем соединять тело нашей варежки. Для этого петли с первой спицы, вот эти 12 лицевых, мы тоже просто провязываем. Их мы трогать сейчас не будем. На второй спице у нас располагается 7 петель нашего пальчика. Для этого нам сейчас понадобится либо же какая-то контрастная ниточка, или можете взять, не знаю, там кому-то может удобнее булавку. Нам нужно сейчас снять или запустить 7 петель нашего пальчика. Я буду их запускать. Для этого вот я подготовила ниточку
от моих прошлых серых варежек. И вот я сейчас 7 петель буду этой серой ниточкой запускать. Вот я беру эту серую ниточку как рабочую сейчас. Это вторая наша спица. Первую петлю я провязываю, вторую тоже провязываю и вот так вот продеваю первую через вторую, спускаю. Все, последние 7 петель. Ну, здесь виден даже этот стык. Вот это петли нашего пальца и вот наши вот эти прибавки. Вот. Теперь эту петлю я вытаскиваю чуть подлиннее ниточку, и я нашу эту сейчас обрезаю. Ниточку я обрезала, и теперь в эту петлю вот так вовнутрь я вот так вот затягиваю этот кончик. И вот эти кончики серенькие я прячу пока вовнутрь, чтобы они нам не мешали. Дальше вот мы берем нашу спицу. Вот наша ниточка розовая сейчас располагается на первой спице. Я беру вот таким образом, соединяю вот пальчик в сторонку и продолжаю вязать лицевыми петлями. Стараемся это место вот хорошенько подтянуть, чтобы здесь сильно больших дырочек не образовывалось. Но мы в следующем ряду здесь сделаем еще одну прибавку. То есть вот здесь мы сейчас просто провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель лицевых. То есть вот это так сейчас все выглядит. Видите, пальчик в сторонке, и продолжаем как бы вязать по кругу без петель вот этого пальца. И вот здесь мы провязываем 5 петель лицевых. Все. То есть мы соединили тело нашей варежки. Так, теперь давайте смотрите, как я обычно отмечаю. 13 ряд. Это я ставлю так, это мы соединяем тело. Все, соединили. Вяжем 14 ряд. Так, для начала мы сейчас провяжем 12 петель с нашей первой спицы. А теперь обычно вот здесь вот, смотрите, вот я так немножко подтяну, вот такая у нас получилась протяжка. Обычно вот здесь вот я оставляю, чтобы сделать хотя бы одну петлю прибавку. То есть я тоже вот эту протяжку сейчас вот одеваю на спицу вот таким образом, и вот эту протяжку я сейчас провяжу как лицевую петлю вот за только короткую стеночку, то есть вот за заднюю стеночку. Так я провяжу лицевой петлей вот так. Здесь хорошенько тоже все подтягиваем. И вот когда мы сделали вот эту одну петлю прибавку, у нас сейчас количество петель стало одинаковое, столько, сколько мы и набирали. То есть теперь одну петлю со второй спицы мы тоже вот эту вот последнюю можем переснять. Для того, когда мы сделали еще раз вот эту прибавку, у нас сейчас на спицах получится по 6 петель на второй и на третьей. Вот 6 петель на второй спице и 6 петель на третьей. То есть количество наших петель общее 24. Теперь для удобства подсчета рядов я всегда еще в этот момент вешаю маркер. А маркер я сейчас буду вешать на вот сюда. Вот смотрите, вот эти вот петли под спицей, которые вот вот раз, за 2 дужечки, вот сюда, видите? Маркер — это ряд, где мы соединяли петли нашего тела. А те петли нашего тела, как мы помним, мы соединяли в 13 ряду. Теперь, когда мы будем продолжать вязать тело нашей варежки, легко будет посчитать. То есть вот здесь у нас 13 ряд. Вот сейчас мы провязали 14 ряд. И дальше все петли мы будем вязать лицевыми по кругу. 12 петель — это у нас петли первой спицы.
6 петель это петли второй спицы. Хорошенечко здесь еще на этом стыке подтягиваем, чтобы все было плотненько. И 6 петель это петли третьей спицы. Все петли вяжем лицевыми. Вот в моем случае за переднюю стеночку я эти петли лицевые провязываю. Теперь это мы закончили вязать с вами 15 ряд. Теперь вот начиная с 15 ряда все петли мы будем провязывать вот просто лицевыми по кругу. В моем случае это с 15 по 35 ряд включительно. Или эту варежку вы можете примерять на свою руку. То есть можно уже ее примерить. Вот так у нас сейчас смотрится. Вот видите, вот наш пальчик. То есть нужно нам сейчас провязать просто вот по кругу все петли лицевыми до нашего мизинца, то есть до верхушечки нашего мизинца. То есть по вот моим подсчетам, как я вязала серые варежки, это я буду сейчас вязать до 35 ряда включительно. И начиная с 36 ряда я буду запускать вот наш этот мысок. Варежка должна на руке сидеть плотненько, но, конечно, нигде ничего не перетягивать, потому что после стирки петли вот расправятся, и варежка станет чуть вот пошире, пальчиком будет хорошо и свободно. То есть сейчас мы вяжем лицевыми петлями по кругу, вот получается 20 рядов. Встретимся в начале 36 ряда. Или когда вот вы довяжете до вашего мизинца. Возможно, у вас плотность отличается, и у вас это получится большее или меньшее количество рядов. Но здесь вы уже можете примерять на свою руку. Итак, я закончила вязать 35 ряд. Вот так вот у меня сейчас все выглядит. Вот я довязала до мизинца, где вот мизинец мой перекрывается. И теперь я буду приступать к вязанию 36 ряда, и мы будем запускать наши петельки. Вначале давайте измерим сейчас нашу длину. Ну вот, общая длина у нас сейчас с вами получается 23 сантиметра. Вяжем 36 ряд, это первый ряд наших убавок. Убавки мы будем делать вот в начале и в конце первой спицы. Вот смотрите, первую и вторую петлю с нашей первой спицы мы будем провязывать как 2 вместе лицевой вот за переднюю стеночку. В этих местах хорошенечко петельки подтягиваем для того, чтобы вот эти вот стыки были все аккуратненько и ровненько. Дальше мы вяжем первую нашу спицу до конца. Провязываем все петли, не довязывая 2 последних петель. Вот у нас осталось на первой спице 2 последних петли. Их мы будем также провязывать 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Первую спицу мы провязали. На ладошке мы будем делать убавки в начале второй спицы и в конце третьей. Также мы будем провязывать 2 первых петельки как 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Хорошенечко подтянули. Вторую спицу довязываем до конца. И на третьей спице мы не довязываем 2 последних петель. 2 последних петли мы также будем провязывать как 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Хорошенечко все подтянули и приступаем к вязанию 37 ряда. В 37 ряду мы все петли будем провязывать по рисунку, никаких убавок здесь мы делать не будем. Дальше у нас идет 38 ряд. В 38 ряду убавки мы будем делать точно таким же образом. Первую и вторую петлю на первой спице мы будем провязывать как 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, подтянули. Также мы здесь делаем убавки в конце, то есть не довязываем 2 последних петель. И 2 последних петли мы также будем провязывать как 2 вместе лицевой за переднюю стеночку.
На второй спице мы убавки делаем в начале, то есть первую и вторую мы также провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. А на третьей спице убавки будем делать в конце, то есть не довязывая 2 последних петель. Тоже 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Это мы с вами закончили вязать 38 ряд. 39 ряд. Дальше провяжем все петли по рисунку, то есть никаких убавок в 39 ряду мы делать не будем. Убавки мы сделаем в 40 и в 41 ряду. То есть давайте вот здесь тоже отметим отдельно убавки. То есть убавки, так, давайте так и напишем, убавки. Убавки мы начинаем с 36 ряда. Значит, в 36 ряду первая наша убавка. 37 ряд мы вяжем по рисунку. Дальше в 38 ряду вторая наша убавка. 39 по рисунку. Дальше в 40 ряду у нас идет третья убавка. И в 41 ряду у нас идет четвертая убавка. Встретимся в начале 42 ряда. Итак, я закончила вязать 41 ряд, и теперь я обычно ничего здесь не сшиваю, а просто петли стягиваю. Ну, мне такой способ нравится больше, поэтому вот сейчас моя последняя петля, на которой у нас сейчас вот эта вот рабочая ниточка расположена, и я сейчас просто по порядку, вот против часовой стрелки иду, все петли переснимаю на эту петлю, на которой у нас сейчас расположена рабочая ниточка, по порядку. Все петельки я пересняла, петельку эту я вытаскиваю подлиннее, и кончик вот здесь где-нибудь сейчас я обрежу. Дальше я беру в нашу эту петлю, продеваю вот этот наш кончик вовнутрь и хорошенько затягиваю. Эту ниточку я сейчас выведу на изнаночную сторону. Вот смотрите, в принципе, уже можно посмотреть. Аккуратный красивый мусок у нас получился. После стирки он станет еще лучше, еще более аккуратный. Единственное, когда мы будем стирать, хорошенечко здесь вот его сделать такой более округлый. Можете посмотреть, серые варежки я стирала. Все петельки станут более ровными, красивыми и аккуратными. Вот таким образом выглядит наша вот эта часть варежки. И нам осталось только связать наш большой пальчик, к чему мы сейчас и приступим. Пальчик я буду вывязывать тоже спицами номер 5 миллиметров. Для этого, значит, смотрите, сейчас мы должны распустить вот эту нашу ниточку. Если вы также запускали петельки пальчика, как и я. Здесь тоже все легко. То есть вот наша петелька, в которую мы продевали эту ниточку рабочую, я ее с этой петельки аккуратно достаю и просто вот все петельки распускаю. Значит, на палец мы оставляли 7 петель. Теперь эти 7 петель я надеваю на 2 спицы. 3 петли на одну спицу и 4 петли на вторую спицу. Вот так у нас сейчас выглядят петли нашего пальца. Теперь смотрите, палец я вывязывала из 11 петель. 7 петель у нас уже есть. Теперь нам нужно будет в этот вот промежуток равномерно добавить 4 петли. Сейчас мы это с вами вместе все сделаем. Беру варежку верхней частью к себе, беру нашу ниточку от моточка. Вот этот кончик я пока вот для удобства продеваю вовнутрь. Вот он у меня так. Придерживаю. И вот сначала я провязываю прям 3 петли с нашей, это получается, первой спицы. Аккуратно здесь кончик этот держим. 1, 2, 3. 4 петли с нашей второй спицы я провязываю. 1, 2, 3, 4. Теперь перед тем, как мы сейчас с вами будем добирать здесь петельки, я этот маркер сниму. И тоже для удобства подсчета повешу его
Вот пусть будет вот сюда, то есть не на вот эту петлю, которую мы сейчас с вами провязали, а под нижнюю петлю, вот под 2 дужечки нижней петли. То есть вот таким образом я вешаю наш маркер. То есть это вот мы сейчас с вами провязали первый ряд, то есть тот, который на спицах. То есть будем сейчас отсчет вести от маркера. То есть вот первый ряд мы вяжем. Так, 7 петель у нас провязано. Маркером мы отметили начало нашего ряда. И теперь берем крючок. И с помощью крючка мы должны добрать 4 петли. Ну, смотрите, здесь какой момент. Набрать мы должны их, во-первых, равномерно. Во-вторых, так, чтобы не образовывалось здесь дырочки. То есть нам сейчас не подойдет вот этот момент, что если мы возьмем и вот здесь, допустим, добавим петлю, и у нас здесь вот будет такая прям большая-большая дырочка. Я покажу, как делаю это я. Значит, ну вот, во-первых, чтобы здесь эта дырочка не образовывалась такая большая, я сейчас крючок вставлю вот здесь, вот, допустим, в эту петлю и где-нибудь после этой дырочки вот сюда. Попробую так вот первую, вот так вот, смотрите, петлю провяжу ее как бы. Вот так, смотрим. Нормально? Нормально. Первую петлю мы добрали. Дальше я вставляю крючок вот сюда. Сюда. И вот сюда, допустим, провязываю вторую нашу петлю. Дальше я вставляю крючок. Вот я, допустим, сюда. И вот сюда. Третья наша петля. Здесь, я думаю, потом подтянется. Третья. И, допустим, вот так сюда. И вот пусть будет сюда. Четвертая. Вот так. И теперь эти 4 петли мы переодеваем на нашу третью спицу. То есть вы можете поддевать там под любые дужечки. Главное, чтобы это было равномерно и чтобы здесь вот, когда мы петлю вот взяли, здесь не образовывалось дырочки никакой. Крючок мы можем отложить. Берем 4-ю спицу. И теперь мы будем вязать петельки все по кругу. Здесь я эту петельку подтяну вот за этот кончик. Тоже все петли мы будем провязывать лицевыми. Смотрите, в процессе вязания, вот когда мы вяжем на чулочных спицах, чтобы вот здесь вот, допустим, на стыке между 2 спицами не образовывались такие бороздки, я периодически петли смещаю. То есть вот, допустим, я сейчас провяжу одну петлю вот на эту спицу, так, то есть периодически делаю смещение петель для того, чтобы вот между спицами не образовывались такие как бороздки. Здесь тоже я вот одну петлю смещу. Смещение я тоже делаю не каждый ряд, то есть я могу вот несколько раз сделать за вот вывязывание длины всей пальца. Все, смотрите, теперь мы просто вяжем по кругу все петли лицевые, то есть можете примерять на ваш пальчик. Я буду вязать палец 15 рядов. То есть вот маркер, этот ряд мы не считаем, и над маркером у нас вот идет наш, вот смотрите, первый, второй, третий, и вот у нас на спице мы сейчас провязали 4-й ряд. То есть таким образом от маркера у нас должно быть, вот в моем случае, 15 провязанных рядов. И в 16 ряду мы будем запускать петли нашего пальчика. Итак, я провязала 15 рядов пальца. Давайте вместе посчитаем. Вот оно, над маркером мы начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вот, 14 и 15 вот на спице у меня. Так,
Теперь мы будем приступать к запуску петель нашего пальца. Но перед тем, как мы приступим к запуску петель, вы расположите петли правильно. То есть берем нашу варежку. Вот это верхняя часть нашей варежки. Вот петли нашего пальца. Вот они у нас идут. Получается вот 3-6 петель вот здесь сверху. И 5 петель идет вот по ладошке, чтобы ничего не было перекошено. Вот петли верхней части они сверху, петли нижней части они снизу. Запускать петли мы будем точно таким же образом, как мы и запускали петли нашего вот этого мыска. То есть сейчас мы с вами провязываем вот верхняя часть нашей варежки, первую и вторую петлю 2 вместе лицевой за верхнюю стеночку правую. Это мы провязали вот первую спицу. Теперь мы делаем в конце второй спицы. Первую просто провязали, вторую, третью провязываем 2 вместе лицевой за переднюю вот эту верхнюю стеночку. Переходим к третьей спице, и на третьей спице убавки мы будем делать в конце и в начале. То есть первую и вторую петлю провязываем 2 вместе лицевой за верхнюю переднюю стеночку, 1 лицевая и снова 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Таким образом у нас на спицах осталось 3 петли, 2 и 2. После этого я петли эти буду сейчас просто опять же стягивать. То есть петелька, на которой у нас расположена рабочая ниточка, и я вот против часовой стрелки иду, поочередно переснимая все петли на эту петельку. Вот я все петли пересняла на эту петлю, петлю вытянула подлиннее, ниточку нашу обрезала, и теперь в нашу петлю продеваю эту ниточку и аккуратно затягиваю. И теперь с помощью крючка эту ниточку, я обычно вот так где-нибудь в середине пальца крючок втыкаю и вывожу на изнаночную сторону. И теперь нам осталось спрятать только кончики. Для этого мы варежку выворачиваем наизнанку. Вот так у нас варежка выглядит на изнанке. Вот так у нас варежка выглядит по изнаночной стороне. Ну и смотрите, этот кончик мы будем прятать вот в эту лицевую дорожку за одну стеночку петли. Мы продеваем наш кончик. И вот здесь мы его закрепим. Так, кончик вот этот. Значит, я крючком вот таким образом делаю сначала одну закрепляющую такую петельку. Обязательно здесь хорошенечко подтянуть. Дальше несколько раз этот кончик я продену тоже здесь вот прям в центре под соседние петельки. Так, дальше еще раз напополам этот кончик расслаиваю и завязываю здесь один вот такой вот раз и сразу же двойной закрепляющий узелок. И теперь каждый из этих кончиков я тоже сейчас закреплю по отдельности. Вот один вам покажу. Опять напополам. И один закрепляющий узелочек. Один раз. Второй. И вот так вот третий. Кончик наш обрезаю. Эту часть кончика верхнего я закреплю точно таким же образом. Так, дальше этот кончик, который у нас идет в верхушке пальчика, мы будем закреплять вот таким же образом, как и вот этот. А вот что касается вот этого кончика, то здесь смотрите, что мы можем сделать. Во-первых, если у вас, когда вы вот здесь набирали петли, образовались какие-то дырочки, которые видны, и вас, естественно, это не устраивает, то здесь можно сделать каким образом. Берем наш кончик и вставляем этот кончик в иголку с большим ушком. Ну вот, я его оставила не сильно длинным, кончик можно, конечно, подлиннее его оставлять. И здесь вот смотрите,
Если есть какие-то дырочки, то можно аккуратненько, вот как бы немножко подшить. Вот так вот. Чтобы никаких здесь дырочек не было. Если у вас все хорошо, то можно его просто спрятать, закрепить так, как мы закрепляли все наши кончики. Ну вот, допустим, вот здесь я аккуратненько как бы вот прошила. Здесь у меня все хорошо. И теперь мы этот кончик тоже расслаиваем на несколько частей. И каждую из этих частей мы закрепляем по отдельности. Итак, моя варежка на правую руку полностью готова. Мне осталось ее только постирать. Но перед этим давайте ее я примерю. Теперь нам осталось связать только варежку на левую руку. Варежка на левую руку вяжется точно таким же образом, как и на правую. Единственное, вот эти вот прибавки на индийский клин делаются немножечко по-другому. Но принцип идет этот же. Поэтому сейчас каждый из нас провяжет точно таким же образом резинку на левую руку. И я сейчас подключусь и покажу, каким же образом мы будем делать прибавку для пальчика левой руки. Итак, я провязала резинку для левой варежки. И теперь мы приступаем к распределению петель. И я вам покажу, каким образом мы будем делать прибавки на наш индийский клин на левую руку. То есть как и в правой варежке. Мы вяжем лицевыми петлями. Вот первую спицу, это 12 петель. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Далее, как я и говорила, вторая и третья спица у нас меняется местами. То есть у нас получается на вторую спицу 5 петель, а на третью 7. Вяжем в начале вторую спицу 5 петель. Так, это у нас вторая спица, вот мы на нее провязываем 5 петель. И теперь у нас на третьей спице осталось вот 7 петель. Теперь мы должны сделать первую нашу прибавку. Прибавку вот на левую варежку мы делаем таким образом. Берем нашу рабочую ниточку и перекручиваем ее вот так вот в левую сторону и одеваем на спицу. Затягиваем. И теперь вот провязываем 7 петель с нашей третьей спицы. Во втором нашем ряду все петли мы провязываем по рисунку, то есть лицевыми. И вот мы подошли к третьей спице, к нашему накиду. Накид я буду провязывать тоже вот за переднюю стеночку лицевой петлей. Это мы вяжем с вами второй ряд. Третий ряд сейчас мы с вами будем вязать, и в третьем ряду, можем дальше сюда смотреть, мы будем делать вторую нашу прибавку. Поэтому для этого мы провязываем сначала петли с первой и со второй спицы. Просто их вяжем как лицевые петли за переднюю стеночку. Первая спица 12 петель, вторая спица 5 петель. И мы подошли к третьей нашей спице. Прибавки на левую руку мы всегда будем делать вот перед вот этими 7 петлями. То есть мы должны сначала провязать все прибавки, которые мы сделали уже. То есть пока мы сделали только одну прибавку. Поэтому сначала мы провязываем прибавку так, чтобы вот у нас осталось на спице только вот эти 7 петель. И только тогда мы начинаем делать, вот получается, нашу вторую прибавку. Наша ниточка рабочая, вот она у нас идет. И мы ее вот так перекручиваем и одеваем на спицу. Подтягиваем. И только потом провязываем наши 7 петель.
4-й ряд мы с вами провяжем все петли по рисунку. В 5-м ряду нам тоже нужно будет сделать прибавку, то есть петли 1-й и 2-й спицы мы просто провяжем. Дальше мы провяжем вот эти 2 петли, то есть это 2 прибавки, которые мы уже сделаем. После этого мы сделаем нашу 3-ю прибавку и провяжем эти 7 петель. То есть таким образом мы сейчас вывязываем петли нашего индийского клина. Встретимся в начале 13-го ряда, я покажу, каким образом мы будем соединять тело нашей варежки. Итак, я провязала 12 рядов нашей левой варежки. Вот мои прибавки на индийский клин. И теперь мы приступаем к вязанию 13-го ряда, где мы будем соединять вот наше тело варежки. Сначала мы вяжем 12 петель с нашей 1-й спицы. Затем 5 петель с нашей 2-й спицы. И мы добрались до нашей 3-й спицы. Значит, сначала мы должны провязать лицевыми петлями наши прибавки. Это у нас их было 6 штук. Поэтому 6 петель мы провязываем лицевыми. 4, 5, 6. А теперь мы должны взять ниточку контрастного цвета. Ну вот я возьму этот же кончик, которым я запускала петли для того пальчика. И таким же образом запускаем наши петли у нашего пальчика. 13-й ряд мы закончили вязать. Приступаем к вязанию 14-го ряда. Для этого вот мы 1-ю и 3-ю спицу вот так вот соединяем вместе и провязываем 12 петель с нашей 1-й спицы. Единственное, вот здесь тоже хорошенечко стараемся подтянуть, чтобы не было вот этих больших протяжек. В 14 ряду мы провязали сначала нашу 1-ю спицу, затем 5 петель со 2-й спицы, и сразу же здесь вот на 2-ю спицу можно забрать 1 петлю с 3-й спицы, вот чтобы у нас было здесь 6. Вот наша 3-я спица. 1, 2, 3, 4, 5. И вот наша протяжка. Мы ее вот так поднимаем. И вот я здесь за вот эту переднюю стеночку провяжу, чтобы эта протяжка была скрещенной. Провяжу эту петлю лицевой. Все, теперь я опять возьму маркер и отмечу наш 13-й ряд. Вот в нижний маркер. Вот это мой 13-й ряд. И теперь я буду вывязывать тело нашей варежки, запускать петли и вязать пальчик. Это у нас вяжется абсолютно одинаковое и на правую, и на левую варежку. Друзья, вот такие классные теплые варежки у нас с вами получились. Если в процессе вязания у вас возникнут вопросы, обязательно мне пишите или в комментарии, или в какие-то мои соцсети. Все ссылочки будут указаны ниже в инфобоксе. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Ну а мы с вами будем прощаться. Встретимся в новых видео. Всем пока-пока!